попробую обловить этот камень. И вот там бревно. Фу, комары. О, брат. О, оторвал. Сегодня ловлю деревья. Во, вот эта камушка. Ну, кто-нибудь. Вообще тишина. О, сюда. Вот. Трава. Так, между струй. Вот. Никого. Шикарный завал в воде. Вот он. Даже мелкой форели не видать. Совсем. Да, летом бы ее здесь было полно мелочи. Вот всеми вот этими бревнышками, ветками. Они всегда по несколько штук стоят. Зато там вон ручейников. Наверное, через воду не видно. Вон они. Вот диоблер. О, ручейники там. Вот они. Ползают. Вот. Вот пятно. А вот бревна. Пятно камней высокое, бревно. И вот тут струя посередине. Но она здесь должна стоять просто по всем правилам. Но ее тут нет. Ку-ку. Кто-то крякает там. И вот перед этой плотинкой всегда можно было кого-нибудь поймать. Вот там 2-3 рыбки всегда стояли дежурных. Но сейчас никого. Ветка. Так. Вот камень. Вот струя на него идет. Ну, попробуем. Вот так. Но если ее здесь нет, я даже не знаю. Место похоже, вот где я предыдущую поймал. Тоже после слива. Ну, вообще тихо. Сейчас попробую вот этот затишок. Туда подальше, поглубже. О. Тут даже нет дежурного щуренка. Ну, это вообще какой-то нонсенс.
Где же она сегодня живет? Вообще непонятно. Место лучше не придумаешь. Никого. О! А! Вот сколько я здесь бросал, а? Вот сколько. И вот она мелкая, только-только выскочила, чуть-чуть тукнула. Значит, она есть, и она не активная. Будем вымочивать. Вот она тут. В палочках вот в этих стояла. Вот прям вот здесь. Сколько раз я провел воблер. Фиг. Так. Ну что, помучаюсь тогда здесь. Так. Ну. Воблер другой поставить может. Хотя другие сегодня вообще молчали. Так, либо я видел тень рыбы, либо это так воблер сыграл. Чего, колебалку, что ли, поставить? Поставлю-ка я колебалку, наверное. Вот следы лосей, где воблер. Вот. Вот следующий. И вот туда дальше еще пошел он. Ну что, колебалка тоже в игноре. Перекрутилась. О, миноги. Надо камеру сейчас подводную сделать. Тут минога. Сейчас я попробую показать. Может, она поэтому не клюет? Она, обожравшись, миноги.
Друзья, я надеюсь, вы также с удовольствием посмотрели за жизнью подводного речного мира. Миногу я видел и гальяна. Прикольно они там все под водой слоняются. О, разговаривая, они вон под ногами гальяна тут лазят. В общем, интересно, что там под водой происходит. Я надеюсь, что на камеру все, что я снимал, будет видно. А я дальше за форелью, пока она игнорирует даже колебалки. Идеальное место. Бревно. Второе бревно. Струи расходятся. И где она? Ну, камень там еще посередине между бревнами. Ну, не знаю я, чего ей надо. Точно миногу. Миногой объелась. Не, ну я все камни обкидал. И все коряги. Вот. Провожу над самым камнем. Вот, хоп, за камень. И вообще ноль. Еще раз сейчас вот это бревно. Вот со струи в тихую воду вдоль бревна. Мимо камня. И пусто. И пусто. Ужас. Так, ну, наверное, сейчас будет видно. Вот камень. Вот бревно лежит в воде. Вон там второе. Там еще камень между бревнами. Быстрая вода. Вторая струя пошла. Туда струя пошла. Ну, она должна здесь стоять. Это четкое форелевое место. Со струи в тихую воду мимо бревна. Ну, ничего. И ничего. Во, вообще в самое бревна. Мимо камня. Не знаю я. Сейчас проведу совсем по бревну. Вот. Ну, вообще прямо вот вдоль. Никого. Вот какое классное место-то вот. Ну, вот тут вот она просто должна тут стоять, даже какая-нибудь маленькая рыбка, я не знаю. Ну, опять дерево поймал. Справился так. Сегодня у меня много деревьев зато клюет.
Ну что, завал пробрасывать. Ой, друзья, ну в этом году форель трудовая вообще. Оп, сбросил. Ну вот какая яма. Потрясная яма. Вот обратка. Вот. Сюда она выходит кормиться. Стоять она должна вот под этой вот кочкой. Ну вот нету ее. Нету и все. О, жабенок. Хе. Боишься? Ладно, давай мы тебя отпустим. Сейчас я тебя отпущу, приятель. Опа! Ну, ему понравилось. Хоп! Красота. Лес очень красивый. Все цветет. Весна. Ну что, еще один слив в перекат. Надо пробовать. Была поклевка. По-моему, это была поклевка. Не зацеп. Ну-ка. Да, никакой тины нет. Очень осторожная. Прям вообще. Ну. Давай, 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 давай. Форель сегодня просто ну была же поклевочка. Нет, не хочет. Стал пару чайников. Не знаю, видно будет, нет. Во. Вот они на камне. Не, ну место просто, вот просто козырное. Что ей надо? Посмотрите, сколько миноги. Во, где воблер? Вон. Сплошная минога. Вон она. У нее нерест сейчас. Форель точно объелась миноги. Ну иначе ничего тут не скажешь. Она вот легко доступная.
Распугал я всю миногу в итоге. Не буду больше их там беспокоить, у них там нерест идет. Вот. Они разбегаются от мути, а потом очень долго собираются назад. Пойду дальше искать форель. О, нашел дохлые. Щиповка, что ли. Это не такие усы. Ой. Вот тут могла быть спокойно щука, но она, видно, тоже. Ой, блин. Вот и все, веточка. Сегодня день веток. Там глубина, наверное, зараза. Ну ладно, я пошел. Просто шикарное место. Но вот если здесь никого не будет, то я, наверное, буду уже заканчивать сегодня рыбалку. Потому что, ну, не хочет она клевать. Это, наверное, последний, точно, омуток. Ну вот, это супер форелевое место. Ой. С меткостью беда. Вот. Ну, просто по течению сплавляется. И все. Так, ну, попробую сплавить. Не, все без толку вообще.
просто посмотреть, какое место. Струя с переката идет сюда. Дальше вот такое бревно лежит в воде, уходит в глубину. Здесь затишок, здесь камень, здесь раз струйка, два струйка. Вот там я все обловил. Вот тот выход из переката я обловил. Под этим бревном я ловил. Вот прям под ним. О. Даже какой-нибудь захудалый щуренок, что ли, там был. Вообще никого нет. Вообще. Куда они все делись? Наверное, бесполезно. О, была поклевка. В кои-то веки собрался уходить, и поклевка. Надеюсь, видно было. Но форелька точно укололась. Ну, поклевка была просто вообще. Такая за краешек вообще воблера. Не, больше, наверное, она не возьмет уже. Они очень осторожные. Если только попробовать против течения или поменять угол. Во. Всегда надо менять угол, если не укололась, ушла. Можно, конечно, поставить хлебалочку. Есть. Поставил я, в общем, вот такую радость Хариуса, медную, с черным сердечником вертушку. Ну, опять же, так осторожно, прям тюк, и все. Но доловилась, да, можно сказать. Второй раз взяла. Смена приманки, в принципе, очень часто приносит результат. Можно попробовать на вертушку вот у того дерева еще кидануть. Похожее там место. И все будет понятно. Друзья, я решил заканчивать рыбалку на сегодня, хотя время еще есть, чтобы половить рыбку. Но, не знаю, у меня сложилось такое впечатление, что рыба сытая, потому что миноги в реке просто тьма.
Ее можно руками подходить и брать. Вот. Я думаю, что форель от такого стола не отказывается и абсолютно сытая. Вот. Одну рыбку поймал, было 2 поклевки. Вторая поклевка такая двойная была. В принципе, рыбку можно было добрать, но берет она вообще прям вот за самый краешек крючка. Нет такой жадной форелевой поклевки, как обычно. Вот. В принципе, я склонен думать, что это из-за миноги. Я никогда еще не попадал на нерест миноги. О! Миноги в реке полно, и ее можно просто руками подходить, брать, поэтому поймать ее форели не представляет, я думаю, никакого труда. Буду ждать, пока рыба оголодает, и выберусь сюда еще раз. Классная река, маленькая, интересно ловить. Но уровень воды вообще летний, очень мало воды. В общем, у меня минога и уровень воды. Больше я не знаю, что. Всем до встречи. Увидимся на реке. Пока. Долбаная форель и минога. Надо ж так, а?